Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Ирина Максимова, и я приветствую вас на канале Hanafi Color Pigments. Сегодня мы поговорим про диоксид титана, то есть мы поговорим про белый цвет, который очень многих мастеров пугает. Но если вы досмотрите это видео до конца, я вам расскажу, какие есть плюсы, и, конечно же, расскажу о минусах этого цвета, а также мы поговорим про палитру камуфляжных и ореольных пигментов, созданную мной вместе с коллаборацией компании Hanafi. Данное видео будет полезно не только мастерам по перманентному макияжу, но и также клиентам, которые будут его просматривать. Где у нас вообще используется белый пигмент, в составе которого, конечно же, очень много находится диоксида титана. Он используется для камуфляжа темных кругов под глазами. Он используется, если сформированный рубец имеет красноватый или розоватый оттенок. И в некоторых случаях он может использоваться для камуфляжа пигментных пятен. Важно помнить, что мы знаем все, что есть у нас 6 фототипов по Фицпатрику. Но когда мы сталкиваемся с камуфляжем, здесь есть подфототипы, да, между первым и вторым, между вторым и третьим. И очень важно понимать, что подобрать идентично на 100% пигмент под кожу практически невозможно. Кожа имеет маленький волосяной покров, кожа имеет поры. И мастер должен это учитывать при подборе пигмента. Если вы все же решились делать эту процедуру у себя в кабинете, то вы обязательно должны рассказать плюсы и минусы вашему клиенту. Плюсы – это то, что вы его избавите от этих темных кругов под глазами. Вы избавите его от утреннего каждодневного мациона, маскировки с помощью тонального крема или пудры. И плюсы тем, что клиент просто будет доволен на какой-то период времени. Минусы. Если вы не знаете, как делать эту процедуру, вы технически не подготовлены, или же все же вы с клиентом не обсудили каких-то моментов, потому что процедура поэтапная, как и любой камуфляж. Итак, вы наверняка много картинок видели в интернете. Медиаинформационные каналы у нас очень часто могут показывать и пестрят негативными картинками, негативными работами, где белый пигмент ведет себя абсолютно некрасиво. И клиент страдает, и мастера хотят лишить лицензии, оторвать ему руки. Все понятно, конечно, это имеет место быть. У нас всегда есть и хорошие мастера, и плохие. Но я вам расскажу, что если грамотно использовать этот пигмент, никакого негатива вы не получите. Почему вы видите такие работы? Из-за чего это все происходит? Первое. Техническая составляющая. Очень плотно уложен пигмент. Второе. Он уложен слишком глубоко. Третье. Мастер, видимо, хотел сделать все за одну процедуру, что категорически нельзя делать вообще. Не только, когда дело касается камуфляжа темных кругов под глазами, а вообще всего камуфляжа. Еще раз повторюсь, это процедура поэтапная. Клиент пришел с запросом, что он хочет это все удалить, ему не понравился первичный результат, и мастер применил оборудование лазерное. И как итог мы видим или темно-серый пигмент, который после лазерного удаления проявился, или зеленый пигмент. Что еще, конечно же, хуже. По сути, сам по себе белый пигмент, то есть диоксид титана, он не изменяется, он не меняет цвет совсем свой в нежелательные оттенки. Он может поменять свой цвет при большом нагреве, но если в него добавлен стабилизатор, такой как оксид хрома. Итак, клиенты, которых я беру в работу на камуфляж темных кругов под глазами, это не все клиенты, которые ко мне обращаются. Я беру лишь ту часть, которым косметология не помогла. Рекомендовать им поменять свой образ жизни, с моей стороны, это неправильно. Я пытаюсь лишь только помочь, когда не помогли сторонние силы, такие как косметологические процедуры, увлажнение кожи, хороший сон. Мы все люди разные, и, конечно же, у нас у всех разный образ жизни. Но если человек страдает, и ему не помогает ничего, то почему бы не помочь мне, ему? И здесь не всегда желание заработать денег. Итак, для чего мне нужен еще белый пигмент? Часто приходят на коррекцию и камуфляж рубцов, которые сформировались, им уже очень много лет, этим рубцам, но они остались в красном цвете или в розовом цвете. И вот здесь белый пигмент мне помогает. Мы все знаем круг Итона, да, и мы все помним, что напротив красного у нас находится зеленый.
Это хорошо, когда мы имеем дело с бровями, но когда мы имеем дело с камуфляжем, перекрывать красные рубцы зеленым здесь я бы не стала. Есть еще одна такая услуга, как камуфляж пигментных пятен. Услуга спорная, и соглашусь, что часто бывает, косметология помогает лучше, но не все имеют такую возможность, то бишь не все имеют лазерное оборудование, не все работают в паре с косметологом. Плюс все зависит еще от желания клиента. Ну, не хочет он, например, ходить, может быть, у него какие-то показания по здоровью, что ему нельзя делать лазерные процедуры. И тогда можно попробовать подкамуфлировать пигментацию, которая у него на теле. Но здесь нужно быть аккуратным. Я рекомендую сделать тесты. То есть я рекомендую не только мастерам сделать тестик на небольшом участочке, да, я рекомендую это даже клиентам. Сделать небольшой тест. Почему я это делаю? Потому что пигментное пятно, неважно, откуда оно приобретено, то есть или это возрастная пигментация, или же это пигментация вследствие каких-то операций, оно залегает не в той области, где мы работаем, как, например, как с перманентным макияжем. Иногда бывают негативные результаты, когда пигментное пятно может потемнеть. Поэтому, дабы не обрекать клиента на удаление после, сделать небольшой тест, и если все хорошо и подложка получилась, вы видите результат, который вас устраивает и клиента устраивает, тогда можно продолжать уже процедуру. Итак, линейка камуфляжа и линейка Ореол. В коллаборации, созданная мной с компанией Hanafi. Почему она вообще была создана? Ей уже пошел 5-й годик. Есть отсроченные результаты. Вы можете увидеть это на видео. Как ведут себя пигменты через какой-то период времени. На самом деле это очень важно. Важно и как мастеру, важно так и клиенту, что он получит в итоге, там, например, через год или через 2 года. Чтобы не получить серые оттенки какие-то или не получить слишком желтые или оранжевые оттенки. Эта линейка была создана мной на основе того, что до этого много лет я работала на разных брендах. И в каждом бренде мне не хватало холодности. Холодности пигмента, холодности тона. Я вам рекомендую познакомиться с пигментами для камуфляжа и Ореол. Вот в такой мини-версии. Это мини-сеты, которые полностью отвечают будут вашим запросам. Вы поймете, которые будут у вас больше в ходу. Далее вы будете приобретать уже полную версию. Каждым цветом идет полное подробное описание, где и в какой области его можно будет применить. У меня на самом деле есть любимый микс. Это камуфляж 4 и Ореола 3. Очень часто использую его. Иногда бывает камуфляж 4, Ореола 2. Самые частые вопросы от клиентов. Что будет при загаре? Как я говорила выше, сам диоксид титана при нагреве не меняет свой цвет. Но у клиента здесь будет выбор. Что он хочет? Все же камуфлированную зону, которая не будет видна сразу же глазу, или же он хочет все-таки загорать. Конечно, запрещать ему загар мы не можем. Но если это на открытой части тела, все же клиенту нужно рекомендовать использовать защитные крема. С камуфляжем не будет ничего страшного, если клиент прислушается к вашим рекомендациям. Если же не прислушается к вашим рекомендациям, то результаты могут быть сильно негативными. То есть диоксид титана загорит, у него не будет обратного эффекта, как у нас с нашей кожей, когда при загаре у нас ходит и мы возвращаемся в свой цвет. С камуфляжем будет история немножко другая. Он может потемнеть, он может уйти в темно-коричневый цвет, и тогда у нас уже зона будет удаления вот именно самого камуфляжа. Ну, как я сказала выше, при помощи химического способа, то есть ремовер. Что будет с камуфляжем со временем? Если пигмент положен неправильно, к примеру, кто занимается лазерным удалением, наверняка видели такие примеры, когда удаляются брови, остается рамочка вокруг бровей, да, вроде в середине цвет бровей ушел, а рамочка осталась. Или, к примеру, где-то какая-то часть удалилась, а где-то получилась такая затыка, скажем так, очень плотно, такой лежит пигмент. Это говорит о том, что мастер во время работы обвел эту рамочку, то есть боялся потерять эскиз. Работал медленно, очень плотно, не торопясь.
А на саму растушевку вокруг, вернее, внутри бровей, да, у него уже, естественно, амплитуда движения была другая, он более размашисто работал. И там пигмент, естественно, быстро ушел. С камуфляжем история примерно такая же. Если вы где-то потоптались на одном месте, много пигмента внесли в одну какую-то зону или точку, вот он там так и останется. Если у вас равномерная была работа технически, то пигмент выйдет точно так же равномерно, не оставив ни следа. Дорогие мои, те мастера, кто хочет заняться этой процедурой, или те, кто обучился, но пока еще не приступили к этой процедуре, потому что не знают, где находить клиентов. По сути, у нас есть сарафанное радио. Вы можете взять каких-то знакомых, наверняка у кого-то какой-то эстетический дефект можно найти. Конечно же, вам обязательно нужно портфолио, потому что о вас клиенты должны каким-то образом узнать. Если у вас среди клиентов есть медики, точно так же с ними можно переговорить, рассказать, что теперь вы обладаете данной услугой, чтобы это все нести в массы. Конечно, помогает еще социальные сети. Это очень важно. Подписывайтесь на наш канал Hanfi Color Pigments. Пишите в комментариях, если у вас остались вопросы. И если у вас возникли вопросы по пигментам или вы хотите знать что-то новое про камуфляж рубцов, обязательно оставляйте комментарии.